Вот так, идем дальше. Следующий номинал. Италия. 2000 лир 1990 года. Выпуск 1990-97 годов. Последний выпуск итальянской лиры до перехода на евро. В этом выпуске было выпущено 5 номиналов. 1000, 2000, 50 тысяч, 100 тысяч и 500 тысяч лир. Банкнота в 500 тысяч лир – самая крупнейшая банкнота, когда-либо выпущенная Италией. Лицевая сторона. Гульельмо Джованни Мария Маркони. Маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год. Печать морских республик. Итальянские города-государства, процветавшие в Италии и в Далмации, территории современной Хорватии и Черногории. Наиболее известны такие города, как Венеция, Генуя, Пиза и Амальфи. Надписи на итальянском, обозначение номинала, серийный номер и подписи. Есть водяной знак, портрет Маркони и логотип банка, монограмма БИ. Также есть защитная нить. Оборотная сторона. Текст на итальянском языке. 4 радиобашни на беспроводной станции Маркони в Глас-Бэй, Новая Шотландия, Канада. Исследовательский корабль Маркони, Электра. Радиооборудование. Текст, что закон наказывает производителей и распространителей поддельных банкнот. Размер банкноты 119 на 61 мм. Следующая банкнота. Швеция. 50 крон, 2011 год. Выпуск 1997-2014 годов. Было выпущено 5 номиналов. 20, 50, 100, 500 и 1000 крон. Лицевая сторона. Энни Линд. Шведская оперная певица, сопрано, прозванная шведским соловьем. Одна из самых известных певиц XIX века. Исполняла оперные партии в Швеции и по всей Европе, а в 1850-х годах совершила концертный тур по США. Член Шведской королевской музыкальной академии с 1840 года. Справа от портрета Дженни Линд старое здание Стокгольмской оперы, которое было разрушено в 1892 году. В этом здании Дженни Линд провела свое последнее выступление в Швеции в 1848 году. На сцене здания изображена сама певица и розы, которыми забрасывали ее поклонники. Слева от портрета певицы показан нотный стан. Выдержка из оперы Беллини «Норма», главную роль в которой играла и Дженни Линд. Год выпуска на шведских банкнотах этой серии определяется по первой цифре в серийном номере, указывающем на последнюю цифру года. В нашем случае это 2011. Проходит такая вот голографическая металлизированная защитная полоса с обозначением номинала, микротекстом и микрорисунком. Имеется водяной знак, портрет певицы и электротип номинала 50. Также есть скрытая защитная нить, видимая при просмотре банкноты на просвет с микротекстом. Оборотная сторона. В центре схематическое изображение шведского сильвер-бас-харпа и ее тональный нотный диапазон на фоне стилизованного шведского лесного пейзажа и аллегорического нотного стана. Схематическое изображение сильвер-бас-харпа – это разновидность шведского народного инструмента нюкельхарпа. Номиналы цифрами в верхних углах, прописью внизу, подписи. Еще один защитный элемент, проявляющийся под определенным углом обзора полоса с обозначением номинала и короны. Очень красивая банкнота. Размер 120 на 77. По разновидности это третья, подпись Стефана Ингвеса и год 2011. И последняя банкнота, друзья. Израиль. 50 лир 1968 года. Выпуск 1968 года. В этом выпуске 4 номинала. 5, 10, 50 и 100 лир. Лицевая сторона.
портрет Хайма Азриэля Вейцмана. Это израильский государственный и политический деятель, ученый, химик, президент Всемирной сионистской организации, первый президент государства Израиль. Текст на иврите, оливковые ветви, год выпуска и подписи. Вот видим год выпуска, заметна защитная нить, водяной знак, портрет Вейцмана. Банкнота не в прессе, но в очень хорошем состоянии. Оборотная сторона. Здание Кнессета, окруженное деревьями в Иерусалиме. Кнессет – это собрание, законодательный орган государства Израиль, являющийся его парламентом. Здание Кнессета расположено на вершине холма в тихом районе Иерусалима Гиват-Рам. Было построено в 1966 году. Текст на арабском, английском и иврите. Также изображена менора, семисвечник, герб государства Израиль. Один из официальных символов Израиля, представляет собой геральдический щит с изображенной на нем менорой. Семисвечник обрамлен оливковыми ветвями, символизирующими мир. Под основанием меноры надпись на иврите «Израиль». Обозначение номинала и серийный номер. Размер банкноты 170 на 85 мм. По разновидности у меня первая, черный серийный номер. Рассмотрим банкноту поближе. Вот такое вот интересное пополнение было у меня сегодня, друзья. 11 банкнот, 8 стран. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем желаю здоровья, добра, успехов и хороших пополнений в коллекцию. До новых встреч!